Пришло время рассказать о Поплавских. Сразу хочу отметить, что это видео будет интересно не только роду Поплавских, а всем жителям села Башмачки и других сел Днепропетровской области, которые я буду упоминать. Я сама присутствовала на генеалогических собраниях, где люди повествовали о своих бабушках, дедушках, и было невыносимо скучно слушать, как они перечисляли имена своих родственников. Обычно генеалогические исследования интересны только им самим. Но я уже давно вышла за пределы своей родни и занялась историей сел, в которых они проживали, и поэтому, по сути, я буду рассказывать о Поплавских как о части селений, в которых они обитали, а значит и об истории этих сел. Тем более, что роды так переплетаются, что практически все они были там родственниками. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Первый раз я услышала о Поплавских от моей бабушки Уляны Петровны, когда мне было лет 10. Мы ее забрали в город перезимовать, и как-то раз, пока она стягала нам одеяло, я начала расспрашивать ее, кто были ее бабушки и дедушки. И она назвала только одного своего деда, Марка Поплавского из Башмачки. Я это все позаписывала, но потом бумажку потеряла, конечно, хотя Марка Поплавского и его дочь Калину Марковну запомнила навечно. С Поплавскими мы не родичались. В нашей семье связь была с ними утеряна по разным причинам. И когда я лет 10 назад занялась генеалогией, то приехала в Башмачку, спросила, кто знает каких-нибудь Поплавских, и меня направили к Галине Рак, которая, удивительное совпадение, живет напротив хаты Батьківщины, моей той самой бабушки, там, где еще недавно жила Лида Ляшенко. И Галина без лишних слов меня усадила на лавку в своем дворе и начала рассказывать все, что знала. Потом, когда я оббегала всю Башмачку и близлежащие села, поизучала архивы, то вырисовалась такая картина. Приехали Поплавские из Черниговщины. Тот первый Поплавский то ли был экономом, то ли еще каким-то управляющим у Милорадовича. Они были поляками и долго еще пшекали. Или на украинском с польским акцентом говорили. В глубине веков, могу и ошибаться, кто кому там брат и сват, но самый первый, кого удалось идентифицировать, это Григорий Поплавский, примерно 1830 года рождения. Я установила только 3 его сыновей, а еще ж были и дочери, но кто же их уже найдет? Года рождения этих всех сыновей очень приблизительные. Старший Микита 1850 года рождения, мой прапрадед Марко 1852 и младший Андрей 1856. От них и пошли 3 ветки, которые заселили 3 села. Начнем с Микиты Григоровича 1850 года рождения. Естественно, я не буду подробно перечислять всех его потомков. Сами найдете на MyHeritage и поинтересуетесь. Остановимся только на некоторых из тех, с кем я познакомилась, и посмотрим некоторые фотографии. У Микиты было минимум 5 детей. Федор, Михаил, Василий, Панас, Иван. Понятно, что дочерей устанавливать очень трудно в связи с нашими традициями. Старший Федор Микитович 1868 года рождения переехал жить в соседнюю Сергеевку, и там его потомков четверть Сергеевки. Как я туда попала? Как-то обратила внимание, что в Сергеевке полно Поплавских. Тогда мы с моим племянником Володей Коваленко туда поехали в 2017 году на разведку. И там нам сказали, что есть один человек, который занимается генеалогией, и дали его телефон. И я ему позвонила, и это переросло в наше многолетнее сотрудничество. Этот человек Анатолий Терентьевич Поплавский, внук этого самого Федора Микитовича. Оказалось, что у Федора Микитовича от 2 браков родилось аж 17 детей. Можете представить, сколько это народа. Анатолий оказался мне четвероюродным дядей и очень интересным человеком. Это был подарок судьбы. Мы с ним не только составили все дерево по Сергеевке касательно Поплавских, но он сделал подворовую схему этой самой Сергеевки по состоянию на 1946 год и позже. Это то, что я хочу сделать для вовнигов, но руки пока не доходят. Схема Сергеевки на Википедии выложена. Пожалуйста, пользуйтесь. Несколько слов об Анатолии Терентьевиче. Он уехал из Сергеевки в юности, служил в Польше, потом вернулся домой, а тут как раз строилась Кременчугская ГРЭС, при которой построили поселок строителей.
Кремгэс, как тогда назывался Светловодск. Анатолий там устроился водителем автобуса. Потом объявили массовый набор на завод чистых металлов, и он туда пошел работать аппаратчиком. Но так как у него было еще хобби, фотография, киносъемка, то на полставки он работал кинооператором в киноклубе «Кристалл», а с 1979-го фотографом на заводе «Калькулятор». В 90-х годах Анатолия Терентьевича пригласили на Светловодскую телестудию замредактора и видеооператора. Потом он работал фотографом газеты «Свет перспективы». В Светловодске он очень уважаемый человек, и в его фотографиях вся летопись этого города. Я к нему ездила в гости, познакомилась с его очаровательной женой Лидой. Меня поразила также коллекция фотоаппаратов, особенно вот этот. Анатолий Терентьевич – тот представитель поплавских, которым мы гордимся. Так, второй сын Микиты Григоровича – Михаил Микитович Поплавский, 1876 года рождения, который проживал в Башмачке, и там тоже у него много потомков. Здесь он на фото со своей семьей сидит справа в кепке. 12 детей насчитали мы вместе с его внуком Владимиром Андреевичем Поплавским, к огромному сожалению, безвременно ушедшим от нас. Я его встретила, когда он уже был смертельно болен. Владимир очень интересовался историей Башмачки и много рассказал мне по этой теме. Третий сын Василь Микитович Поплавский, 1880 года рождения, которого я нашла аж в Диброве Синельниковского района, по той же схеме. Обнаружила, что там полно поплавских, и поехала туда. Оказалось, что основали эту Диброву в 1910 году выходцы из той же нашей Сергеевки Солонянского района, а также из Башмачки и Волосского. До того, как построили Запорожскую ГЭС, дибровчане частенько по броду ходили в Башмачку проведывать родню, а также в Сергеевку. В Диброве я встретила людей, которые жаловались на то, что всю жизнь мечтали побывать на родине предков в Сергеевке, но все некогда. И даже с какой-то завистью на меня смотрели, когда я рассказывала, что я там была, как будто бы я была в Париже. Такое я еще слышала в Днепрельстане. Там тоже остались жители, которые всю жизнь мечтали увидеть во Вниге. А вот фото Василя Микитовича. Нашла его 6 детей. Жена его Векла Павловна из рода Буштруков. Василь Микитович сидит в центре с женой. Он был репрессирован, землю его коммунисты отобрали, и он очень страдал от этого. Под конец жизни до войны он работал в Днепропетровске конюхом. Это шикарные виды Діброви. Ну, то нехай я якось позвоню, да. Ну, ми то поїхали на рибалку, бризкається, ну таке бризкає. Кажу, мені Тоня предлагала хороше, так ми отказалися тим дня. Тепер А вот это такие раздельные двери, я их видела только у нас в Солонянском районе. Во всяком случае, эти двери с детства мне знакомы до слез. У бабушки во Мнигах такие точно были, чтобы куры не забегали и помещение проветривалось. Как видите, сергеевцы и в Діброву такие двери занесли. А эта хата с надписью 1910 как раз... Этот год считается основанием Діброви. Но сначала переселенцы ее называли именно Вторая Сергеевка, а потом уже ее переименовали в Діброву. Говорят, очень дружное было село. Собственно, Сергеевка тоже этим отличалась. Все беды и радости делили вместе. А это шикарное фото из Діброви так раньше провожали в армию. Про Панаса Микитовича Поплавского мало известно, а вот Иван Микитович, я о нем рассказывала в видео об Иване Антоновиче Садовом. Ивана Микитовича все помнят как бухгалтера в Башмачке, но у него была бурная юность. Он на фото второй слева. Теперь переходим к младшему сыну Григория, Андрею Григорьевичу Поплавскому, 1856 года. Этот Андрей Григорьевич в свое время тоже обосновался в Сергеевке, как и его многодетный дядя Федор Микитович.
И они вдвоем заселили пол Сергеевки Поплавскими. Но так как их потомки постепенно удалялись друг от друга и мало родичались, то уже в середине 20 века потомки Андрея Григорьевича и Федора Микитовича считали себя однофамильцами. Так часто бывает, семьи большие, связи теряются. 4 сыновей Андрея Григорьевича удалось установить. Старший Григорий Андреевич, 1882 года рождения. Это личность интересная. Вот он красавец какой. Жена его Арышка Григорьевна в девичестве Макаренко. И она, я так думаю, сестра того самого Савки Макаренко, которого атаман наш Пантелей Семисенко, поговаривали, прикончил в споре за портсигар чи щось таке. Какая-то там была история. О Григории Андреевиче мы рассказывали, что он участник революции 1905 года в Соленом, когда он бунтовал вместе с Василием Строменко в видео «Деды бунтовали». А в 1910-м Григорий Андреевич вместе со своим двоюродным братом Василием Микитовичем Поплавским тоже переселился в Деброву. Потом он участвовал в Первой мировой, был там ранен. Он был головой сельрады в Деброве, но его убили где-то в 1932 по дороге на Синельниково, куда он возил какой-то отчет. Был у него сын Василий Григорьевич, это его фото, а справа он со своим сыном Евгением. А у Евгения дочь, это печально известная Яна Поплавская, та самая красная шапка, что висит на миротворце, как ярая пособница путинского режима. Но у Григория Андреевича было 7 детей. Я еще успела встретиться с зятем его, Петром Юхимовичем Гейко, родом с Волоскова, женатого на его дочери Вере Григорьевне. Петро Юхимович мне и рассказал об истории семьи Поплавских в Деброве. А другая внучка его, Ганна Яківна, вышла замуж за Миколу Миколаевича Трощинского. Это родственник тех самых Трощинских из Башмачки. Что касается остальных потомков Андрея Григорьевича, то ними больше занимался Анатолий Поплавский, поэтому я о них мало знаю. Можно упомянуть Зиновия Андреевича, который принимал участие в Первой мировой, там попал в плен и умер в 1935 году, а его сын, подполковник Иван Зиновьевич, принимал участие во Второй мировой. Я общалась с его внучкой Ольгой, она живет в Москве, очень приятная девушка. И теперь переходим к моему прапрадеду Марку Поплавскому. Так вот, о его судьбе я только знала то, что говорила 300 лет назад моя бабушка, стягая одеяло. Тогда она сказала, что видела его только в детстве, поэтому я думала, что умер он в начале 20 века. Но судьбу его я узнала совсем недавно от моей четвероюродной сестры. Где именно Марко жил, непонятно. Приезжал он к своей дочери Кылыне Марковне на бедке. Была у него пасека. Про эту бедку я уже уши прожужжала в своих видео. Где кто не упомянет из героев моих видео, что кто-то там на бедке ездил, я тут же с гордостью вспоминаю своего прапрадеда. И вот каким-то чудом мне удалось установить его еще 3 детей, и что самое ценное, дочерей, которых вообще очень трудно выловить. Старший Савелий Маркович, 1872 года рождения, это как раз прадед Галины Рак, который проживал напротив хаты своей родной сестры Кылыны Марковны. То есть это было, як ото казали, кишло Поплавских. Галина, слава богу, сохранила его фото. Был он фельдшером или что-то вроде этого. И было у него 5 детей. Павла Савыча, вероятно, помнят Башмачки, он умер в 1978. А это мама Галины Рак, Наталка Савычна, в замужестве Коваленко. Интересно, что Анатолий Терентьевич Поплавский из Сергеевки, о котором я вам рассказывала, служил вместе с сыном Натальей, Петром Кулыком. Ребята подружились, но тогда не знали, что они четвероюродные братья. Вот еще один сын Савелия Марковича, Михаил. Тоже, как видим, красавчик благородных кровей. Младшая дочь Марка, как мне сказали, Харитына Марковна в замужестве Ярош. Так вот, непонятно здесь, помнят ее Харитыной, но в метриках я нашла такую Марию Марковну Ярош, которая крестила дочку своего брата Савелия Ульяну. Так что непонятно,
Харитина вона чи Марія, чи була ще Марія, яка вийшла заміж за Яроша також. Во всяком случае, сейчас в Башмачке живет ее правнучка Наталья Владимировна. Моя прабабушка Кылына Марковна приблизительно 1874 года рождения. Она вышла замуж за Петра Никифоровича Ляшенко. И так получилось, что Петр остался рано сиротой, когда ему было 3 года, а сестру его, 5-летнюю Марфу, забрали зажиточные люди в Херсон, наверное, в услужение. А Петра взял к себе дядя. И этот дядя проживал тут же, в Башмачке, чуть дальше, через пару хат от Поплавских. Дядей было 2, Семен и Пахом. Кто из них взял Петра на воспитание, непонятно. Но в 6 лет его уже отдали немцам пасти гусей. В хате Семена Ляшенко живет сейчас его правнучка Валя. А когда Петр вырос и женился на моей прабабушке Кылыне Марковне Поплавской, то они стали жить в ее хате. Кылына моя, родив 5 детей, умерла в молодом возрасте, примерно 36 лет. Последнее время перед смертью она очень болела. Потом Петр Никифорович женился 2-й раз на Векле Садовой, и об этом мы рассказали в видео о его пасынке Иване Антоновиче Садовом. По-хорошему, улицу надо назвать в Башмачке в честь Ивана Садового. Надеюсь, это когда-то случится. Правда, я там ошиблась. Отец Ивана Садового был на самом деле Антон Васильевич, и был он младшим фельдшером. А это та самая Лида Ляшенко, единственная моя близкая родственница с Башмачки, которую я видела в детстве мельком, но много слышала о ней. У нас в семье ее очень любили. Канал Ірини Коновець-Поплавської. И, наконец, Ольга Марковна в замужестве Михайленко, 1878 года рождения. И благодаря тому, что она прожила 88 лет, кое-что стало известно. Было у нее 6 детей, и меня поразило редкое на то время ее качество, она ненавидела коммунистов. Ольга Марковна была человеком принципов. Разговаривала она еще с каким-то легким польским акцентом, видимо, в детстве все-таки говорила на польском или на каком-то суржике. А за что же она ненавидела коммунистов? А за то, что они расстреляли ее родителей, то есть моего прапрадеда Марка Поплавского и его жену. Я когда об этом узнала, несколько дней не могла в себя прийти. Я-то думала, что он умер еще до революции. Говорят, что на Ольгу Марковну очень была похожа ее внучка Вера Митрофановна в замужестве Сыч. Вот и фото Веры Митрофановны. Ну что ж, для меня важно, что прапрадеда своего я не предала, а коммунистов лично в нашей семье не было от слова вообще. Потому что я наслушалась про некоторых потомков репрессированных, которыми я плотно занимаюсь. Эти потомки, бывало, писали заявы о реабилитации не за тем, чтобы деду доброе имя вернуть, а чтобы им разрешили в ту партию вступить, которая их дедов уничтожила. Теперь о тех, кого не удалось мне определить. В Башмачке еще жили Михаил Константинович Поплавский, 1913 года рождения, жена его была Мария Григорьевна, и Федор Константинович. И кто был отец Константина, этого не удалось выяснить. И еще бабушка одна жила, Поплавская Габка, 1887 года рождения. Вот так, надеюсь, если есть что добавить по теме, может кто-то узнал свою родню, пишите в комментариях. Особенно ценны, как вы понимаете, девичьи фамилии ваших бабушек и прабабушек.